Приветствую, друзья! Итак, зачем нужен датчик температуры воздуха в системах управления двигателем вашего автомобиля? Ответ на этот вопрос довольно простой. Датчик температуры воздуха нужен для определения температуры воздуха, поступающего в цилиндры. А вот вопрос, зачем это делать, намного глубже и намного интереснее. И сейчас я доступно это объясню. Кто давно смотрит канал, те уже знают, что все процессы в системе управления двигателем завязаны на воздухе, именно на расходе воздуха. То есть отправной точкой всех расчетов является расход воздуха. То есть именно расход воздуха определяет, сколько будет израсходовано топлива, но никак не наоборот. Поэтому блоку управления необходимо знать, какой в данный момент точный расход воздуха. И измеряет он его по массе. Не по количеству, не по объему, а именно строго по массе. То есть блоку управления необходимо точно знать массу воздуха, которая попала в цилиндры. И вот здесь датчик температуры воздуха играет очень важную роль. Дело в том, что объем цилиндра – это величина постоянная, то есть в него всегда поместится строго определенный объем воздуха. Но, как мы знаем из школьной физики, при разной температуре один и тот же объем воздуха будет иметь разную массу. Простыми словами, холодный воздух более тяжелый, а горячий воздух более легкий. Поэтому при одном и том же объеме цилиндра, но при разной температуре воздуха, в тот же самый цилиндр попадет разная масса воздуха. И блок управления должен это грамотно рассчитать. И для этих расчетов ему обязательно необходимо знать эту самую температуру воздуха. Поэтому ответ на вопрос, зачем нужен датчик температуры в системах управления двигателем, звучит так. Датчик температуры воздуха необходим для определения температуры воздуха, чтобы определить его плотность и рассчитать правильную массу воздуха, которая попала в цилиндры. И на основе этой массы воздуха блок управления правильно рассчитает массу топлива, которую нужно подать в цилиндры двигателя вместе с этим воздухом, чтобы горение произошло максимально эффективно. Это главная и основная задача датчика температуры воздуха. Конечно же, существуют и второстепенные процессы, в которых применяется датчик температуры воздуха. Например, это защита от перегрева и защита от детонации. Если воздух слишком горячий, это повышает риск детонации. Поэтому по сигналу этого датчика блок управления может принять решение об откате момента зажигания, а также может кратковременно добавить больше топлива, чтобы снизить температуру, либо увеличить открытие клапана ЕГР, чтобы опять-таки снизить эту самую температуру. Существуют и другие дополнительные функции датчика температуры, но все же основной его функцией является правильный расчет массы воздуха, поступившей в цилиндры. Поэтому если мотор вашего автомобиля имеет плохой запуск, увеличен расход топлива или двигатель работает с детонацией, особенно под нагрузкой в жаркую погоду, тогда при проверке стоит обратить внимание и на датчик температуры воздуха. И не только на сам датчик, но и на его проводку. И именно в проводке можно нередко обнаружить стороннее вмешательство в работу системы. Люди, насмотревшись советов в интернете, впаивают туда дополнительное сопротивление, пытаясь повлиять на мощность мотора и на расход топлива. Затем машину продают, и новый владелец начинает сталкиваться с плохим запуском, детонацией и прочими проблемами, абсолютно не подозревая, что проблема носит рукотворный характер. И даже замена датчика в данном случае проблему не решит, поэтому всегда необходимо проверять, в том числе и проводку к самому датчику. Датчик температуры в разных системах управления двигателем может быть расположен в разных местах, но наиболее часто его располагают в гофре воздушного фильтра, возле дроссельного узла, либо во впускном коллекторе. Но также довольно часто вы даже можете не найти этот датчик среди датчиков на своем автомобиле, потому что нередко он интегрируется в корпус вместе с другим датчиком, и наиболее часто это датчик абсолютного давления. То есть в одном корпусе расположен и датчик абсолютного давления, и датчик температуры воздуха. Почему именно с ним? Потому что датчик абсолютного давления и датчик температуры воздуха – это два основных датчика, по которым блок управления рассчитывает массу воздуха, попавшую в цилиндры двигателя. Надеюсь, видео было вам полезным, а возможно будут полезны и эти видео.